Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Сегодня мы поговорим про ароматы на каждый день, но при этом я хочу поговорить про такие ароматы, которые не будут просто легкими, цитрусовыми, косметическими, а мне хочется поговорить про ароматы с характером, может быть, со специями, с гурманскими нотами, потому что обычно, насколько я смотрю, и сама, когда делала подборки такие, я пыталась взять именно нейтральные, косметические и даже больше, наверное, люксовые ароматы, потому что это уже общепризнанный факт. Люксовые ароматы, они делаются именно для того, чтобы понравиться всем, они без каких-то там заковырок, без какой-то трудной, сложной драматургии, и поэтому, конечно же, чаще всего хочется люкс включить. Но я хочу сегодня о других ароматах поговорить. Единственное, что они отличаются техническими характеристиками, они, конечно же, не будут заполнять собой все пространство, не будут навязчивыми, не будут очень громкими, но они все очень стойкие. Вот это я вам обещаю. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Я дублирую все видео туда. Если у вас не грузится, или вы хотите смотреть в телеграме, то подписывайтесь. Там видео выходит чуть-чуть попозже, потому что я всегда в последний момент выкладываю видео и, конечно, сначала выкладываю на YouTube, потому что у меня уже тут есть график определенный. А туда я чуть-чуть попозже, чаще всего в тот же день, через час, два, три выкладываю видео. И мой промокод в магазине Рандеву, не забывайте, 10 Victory, он дает скидку на все, суммируется со всеми акциями и уже существующими скидками на сайте. Мне очень нравится, конечно, Рандеву за от Леванта. И такого качества от Левантов, они хранятся просто вечно, они не вытекают, не выпариваются, это редко такое встретишь. И, конечно, парфюмы. Я обычно мониторю цены, сейчас я вообще мониторю цены здесь и там, и чаще я выгоднее нахожу именно там. Так, все, друзья, давайте начнем. Давайте начнем с этого аромата. Это Atelier Cologne Mimosa Indigo. Аромат про сандал, про немножечко рассольный сандал, про замшу, мягкую замшу. И в чем плюс этого аромата, почему я могу вам рекомендовать его на каждый день, если вы в принципе поклонник этого направления сандала, чуть-чуть рассольного. Он сидит близко к коже, он обволакивает, но он стойкий. Не супер стойкий, он не будет там до стирки на вещах и до душа, но он часов 6, он вполне себе держится. В жаре, конечно, меньше. Про жару мы сейчас вообще не говорим. В жару надо прям монстров таких использовать. Тут почему-то название мимоза, но мимозу я чувствую вообще как пыльцу. Как какая-то пыльца, как будто в аромате присутствует, какой-то немножечко есть оттенок желтых цветов, и немножечко есть в аромате все-таки свежесть, и это очень хорошо, потому что иначе было бы слишком душно даже, и возможно, и не посоветовала бы я его именно как на каждый день универсальный аромат. Но мимоза тут присутствует скорее фоном. Если вы боитесь мимозу или любите, ищете ее, то это аромат не про мимозу. Название почему-то не соответствует. И еще один аромат, сразу же про сандал перейдем. Это Juliette Hessegan Sunny Side Up. Тут, что мне нравится, не чувствуется этот амброксан джульеттовский, который часто просто, он заглушает все ноты. Здесь этого нет. Здесь рассольный сандал, немножечко рассольный, в хорошем количестве, ни больше, ни меньше. То есть он выдает такую натуральность за счет этой нотки, но это не сандал 33, это не огурцы соленые. Здесь есть такая белая цветочность, но она фоном идет. И единственное, ваниль еще чувствуется. Единственное, надо быть осторожным, потому что некоторым тут чувствуется как будто бы индол. Я его не чувствовала, пока это не сказали. Когда сказали, я такая, я понимаю, что вы имеете в виду. Я это скорее чувствовала как какой-то сухой ветивер, хотя здесь ветивер не заявлен. Но мне как будто тут
чудилась такая нота сухого дерева, очень-очень сухого, или ветивера, вот что-то такое. И мне эта нота нравится. Она, да, она прям акцентная, она идет через весь аромат, но без нее, мне кажется, он был бы просто неинтересен. Мне очень нравится этот аромат. Немножечко есть в нем и сладкая составляющая, чуть-чуть немножечко соленой составляющей, ваниль, дерево. Очень необычно звучит, и прям понятно, что это нишевый аромат. И опять уже почти половины нет, это уже второй флакон. Это, господи, у нас дождь начинается. Так, друзья, начинается дождь, если на меня начнет капать, я уйду отсюда. Так, это Tom Ford Eau de Soleil Blanc. Это туалетная вода, есть же еще парфюмерная Soleil Blanc. Это аромат просто про потрясающие цитрусы, но они не кислые. Они, скорее всего, такие... Это мандарин или апельсин. Это апельсиновое дерево цветущее. Это очень натурально звучит. Тут тоже есть нотка сандала теплого, слегка. Вот тут прям еще меньше доза рассольности, прям вообще намеком проходит. Но это очень-очень красиво и опять же звучит прям дорого, нишево. Для меня это вот, ну, наверное, в направлении ароматов, которые называю, да, там, загарными, пляжными, но все-таки не то. И я помню, мы гуляли с мужем, у меня муж пользуется тоже этим ароматом, и вот дул ветер и шлейфило просто для меня вот натуральным ароматом цветущих деревьев, причем у меня вот и флёр де оранж я чувствовала цветущий, и какие-то ноты цитрусов, да, апельсинов сладких. Ну, для меня... И тут, кстати, есть еще фисташки, но они скорее придают вот такую теплоту аромату вместе с сандалом. Я небольшой поклонник цитрусов в аромате, у меня холодная кожа, часто они мне просто сверлят мозг, но вот это очень красивый цитрусовый аромат и теплый при этом. Так, и расскажу вам, это мист для волос. Мисты для волос, кстати, я вот часто покупаю, если парфюм слишком концентрированный, Eau de Parfum, то я покупаю мист, и вполне его можно носить куда угодно, и он вот не выносит мозг. Я очень осторожно отношусь к таким громким ароматам, и я очень люблю сочетать вот этот аромат Baccarat Rouge 540 как с Tom Ford Eau de Soleil Blanc, как с Juliette Hessegan и вот с этим ароматом тоже, Mimosa Indigo. Прекрасно сочетается, ну и, конечно, его можно носить отдельно. Тут, мне кажется, самое такое рафинированное взято из Baccarat Rouge, из парфюмерной, из экстракта. Здесь вот эти вот самые сахарные петушки, леденцы, немножечко таких нот клубники. И я еще чувствую здесь какие-то, знаете, есть ноты, как будто бы это правда уходовое средство для волос, что-то такое фруктовое в нем есть, но все равно узнается вот эта сладость Baccarat Rouge. Это остается, но, опять же, да, это не замена самой парфюмерной воде, если вы именно ее любите. Это очень похоже, но при этом это не как клон парфюмерной воды, да, вот есть много дюпов на Baccarat Rouge или похожих ароматов, нет. Это вот как будто вот эти вот верхние ноты, которые нравятся многим, которые слышат там петушки, клубнику, вот тут только они. Здесь все-таки вот этой холодной еловой базы я не чувствую, но и шафран, вот тот медицинский, я тоже здесь никогда не ощущала. Попробуйте эту версию, если не знаете. Ну, конечно, если пользоваться с парфюмом, я вообще не вижу в этом смысла, честно, потому что парфюм все равно ее перебьет. А вот с такими ароматами, с которыми он дополняется, да, очень красиво звучит, вот с этими сандалами немножечко рассольными. Так, ой, дождь уже и прошел. Я не знаю, как у меня там звук пишется, а? Как он там пишется? Дождь уже и закончился. У меня тут коты пытаются вырваться, но я их не выпущу. Я знаю, что многие любят
Подписывайтесь на Телеграм, там коты почти каждый день. А я боюсь их выпустить, потому что могут выпрыгнуть. Я не смогу записывать видео, мне надо будет за ними следить. Еще один аромат. Это Луис от Синонимов. Это аромат про вишню. Мне так нравится, что тренд вишни, по-моему, уже уходит. Ну, он, мне кажется, вот Black Opium Over Red, это был прям такой, не знаю, последний громкий штрих в этом тренде. Мне кажется, сейчас тренд уходит. И я этому очень рада. Я вообще люблю, когда тренды уходят, и начинаю всем этим пользоваться. Какой-то у меня такой дух противоречия есть. В общем, Луис от Синонимов, вишня. Немножечко есть сливочный аспект, алкогольный аспект, древесный, и это как будто бы и гурманика, а в то же время, потому что вишня вот с этим сливочным аспектом отсылает к какому-то десерту, это можно сказать, что вкусно, но в то же время здесь есть какой-то вот аспект косметичности, как будто это есть какой-то крем для тела с ароматом вот этого вишневого десерта. То есть он не 100% гурманика. И мне нравится, что этот аромат можно носить где угодно, когда угодно. Он не заполняет собой все пространство. Он очень-очень стойкий. На мне держится он часов 6-8, на одежде еще дольше, но он не будет заполнять все пространство. Я его носила даже на учебу. Там вообще, знаете, я этого не люблю. Почему так люди делают, я не знаю. У нас был один общий стол, это на испанском было, и мы сидели вот прям плечо к плечу. Мне не нравилось. У нас были классы с отдельными партами, но когда вот ты сидишь за одним столом, вот все плечом к плечу, и вот здесь еще напротив, мне не нравилось. Мне как-то было некомфортно. Мне хотелось... Там еще все время были новые люди, и все время кто-то сидел с тобой незнакомый, мне хотелось отодвинуться, потому что мы долгое время, мы сидели там 3-4 часа, и куда-то я ушла, ну, неважно, в общем, друзья. 3-4 часа сидели, переходите по тайм-кодам, про Луис я рассказала, классный аромат, куда угодно. Вот. И знаете, когда изучаешь испанский, ну, темы, которые затрагивают, да, я понимаю, что это обучение, что мы не можем обходить, да, все обычно очень личные темы, там, что тебе нравится, что тебе не нравится, а как у тебя. И я понимаю, что это для того, чтобы набрать словарный запас, конструкции применять, чтобы говорить именно о том, что тебе важно. Но я такой отбитый интроверт, что по зуму я бы о том, что мне важно, говорила бы вообще, как птичка бы щебетала. Но когда люди сидят рядом, я их так хорошо ощущаю, и я еще очень эмпатичный человек, и я очень много информации мне надо обрабатывать, да, чем отличаются люди сверхчувствительные, эмпатичные. Мы получаем очень много информации, нам надо время, чтобы ее обработать, и нам вот в этот момент не хочется вообще ничего говорить, особенно о себе. Не потому что мы такие какие-то высокомерные, закрытые. Нет. Мы не высокомерные, а закрываемся мы, чтобы обработать. Знаете, вот мы даже это не закрываемся, мы просто зависаем. Мы зависаем и сидим такие, там, пытаемся все это как-то уложить по полочкам. И это не регулируется. Это мне всегда говорили с детства: а что ты не бери близко к сердцу, а что ты, не парься вообще, не думай об этом. А это невозможно, да, если в тебя поступает информация, а во мне, очень много информации, то ее надо обработать. Это как и ты, когда ешь, тебе надо переработать все эти продукты, да, взять полезное и бесполезное отпустить. И тут то же самое. И поэтому я уже знаю, все, мне 40 лет, я уже знаю, что это не какая-то моя блажь или придурь, я такой родилась. Все, ничего не могу с этим сделать. Мне надо устроить свою жизнь, чтобы было с этим удобно и комфортно жить. Поэтому если вы тоже думаете, что вы какой-нибудь социофоб, может, вы просто интроверт, да. Я очень люблю многих людей, группы людей.
И мне многие люди нравятся. И я не разговариваю с ними и закрываюсь не потому, что они мне неприятные, а потому что мне надо обработать информацию. А хорошо знакомых людей я уже просто на это время не трачу. Я уже знаю, все там уже обработала, там минимальные уже затраты. Поэтому я могу расслабиться, открыться, быть абсолютно с ними открытой. Открытой. Вот. Поэтому если у вас есть в окружении такие люди, знаете, они не что-то там про вас плохое думают, они просто пытаются это куда-то уместить. Вот, друзья, чем еще хороша психология? Просто начинаешь себя узнавать. Это не всегда о том, что надо как-то исправиться, сделаться лучше. Это просто хотя бы узнать себя и других людей. Все. Я надеюсь, что те, кому не интересно, переходили по тайм-кодам. Я не хотела занимать ваше внимание. Так, и еще один аромат от синонимов. Это Роджер, такая же история. Вот он, знаете, он вот если бы набрал обороты, его нельзя было бы носить, но он был также бы прекрасен, но он был бы плохо применим в жизни. А за счет он очень стойкий, за счет того, что у него средний шлейф, ну вот тогда его можно носить. Это аромат древесный. Он цветочно-древесный, и есть тут, я чувствую сандал, я чувствую немножечко соленый, но не рассольный, да, никаких тут соленых огурцов, именно немножечко соленый сандал с таким аспектом. Немножечко тут есть сухой сандал, вот это сухое дерево я тоже тут чувствую. И немножечко в сторону классических ароматов. Мне это именно в нем и нравится. В нем какое-то сочетание вот этой базы сандаловой, абсолютно современной, но вот этот цветочный блок, он, я даже не помню всех цветов, которые там заявлены, но он больше в сторону классической школы, потому что абстрактные цветы. Я не могу выделить ни одного. Я даже не помню, тут желтый, белый, роза. Не могу, очень абстрактно. Вот именно как в старой школе. Но база, вот эта сандаловая, она абсолютно современная. Давайте продолжим вот такими ароматами теплыми с сандалом. Это BZK Parfums. Аромат называется Грис Шарнель. У меня парфюмерная вода, у меня не экстракт. Сейчас вышел еще экстракт. Ну, как сейчас, год или два назад, я уже не помню. Боже, ну как это красиво. Это чай. Это вообще слегка намеком сандал. И тут я вот рассола вообще не чувствую. Он очень красивый, он теплый. Здесь нет вот этой смущающей, да, некоторых людей какой-то сухости сандала, потому что в Sunny Side Up там 2 сандала целых. Здесь инжир. Но инжир такой теплый, мягкий. Я бы даже сказала, что это скорее молочко инжира. Это не зеленый такой свежий инжир. Нет, очень теплый. И вот я лично могу этот аромат носить в любую погоду. Мне он нравится всегда. Но я, конечно, не носила его прям в холод, там, в минус. Не знаю, но вот здесь могу вот в любое время его носить. Он абсолютно здесь универсальный. Наверное, от кожи еще зависит. Я имею в виду в холода. Если горячая кожа, то и в холода этот аромат будет красиво. Почему я на этом акцентирую внимание? Смотрела обзор Марины, обо всем с Мариной, ее канал, и вот она говорит, что она его может носить только вот в тепло. Поэтому, возможно, на ком-то он открывается по-другому. Мне вот он всегда в любое время года. Я, мне кажется, даже его экономлю. Я прям реально, мне он очень нравится. И здесь, что классно, здесь есть кардамон, с аспектом таким ментоловым. У кардамона есть такая сторона, и вот здесь именно ее вытащили на поверхность. Аромат вроде теплый, но вот с этой немножечко ментоловостью, поэтому я его носила даже в жару. Единственное, что он слетал в жару очень быстро, а вот в такую погоду, у нас сегодня плюс 18, наверное, он абсолютно хорошо держится, и целый день его чувствуешь. И его, что классно, реально можно везде. Мне кто-то писал, что это у кого-то парфюмерный кошмар, в моем видео про парфюмерные кошмары. И я очень удивлена, правда, друзья. Я вот думала, что это прям такой редкий аромат, который всем понравится. Ищу
ищу тут еще один аромат. У меня есть тут BDK. Куда ты? Вот он. Тоже, кстати, нормально его ношу. Но это для меня просто аромат якорь. Очень хороший якорь. Я его купила в Париже. Мы там были с Ульяшей. Очень хорошо провели время. Я не знаю, за эти 3 года это одно из самых ярких и таких поддерживающих для меня воспоминаний. Поэтому, Ульяша, если смотришь меня, я знаю, что для тебя тоже та поездка была очень-очень запоминающейся. Это аромат про кожу. Ну, скорее про такую мягкую замшу, да. И здесь очень хорошо чувствуется перец в начальных нотах. И здесь есть такая тонкая молочная нота, но вот не прям нота молока. Сливочная нота, мягкая. И вот она объединяет этот перец, который в верхних нотах, и эту замшу тоже, знаете, она такая специевая, вот этой вот серединкой. Я, кстати, чувствую еще здесь кисленькую такую ноту и не цитрусовую. Это в пирамиде ананас заявлен, но как ананас, прям вот так явно я не чувствую. Это скорее придает аромату воздух, свежесть, не дает ему стать слишком душным. BDK Crème de Cure. Не знаю, сказала я или нет в начале это. Конечно же, люкс тут должен был оказаться. Хоть что-нибудь. Это мой любимый Маск Нуар от Нарцисса Родригес. Это тоже замша, это слива. Тут есть роза, но она прям оттенком. Это не та роза, которая в версии с розой. Тут она прям так мелькает. И это очень успокаивающий, умиротворяющий аромат. Он помогает сконцентрироваться, он как будто, знаете, так заземляет. И это для меня просто какой-то ресурсный аромат. Звучит как-то, да. Это аромат, который дает мне энергию, который дает мне вот это вот спокойствие, в котором можно сосредоточиться и решать какие-то очень важные и сложные вопросы. Я просто в нем попала в аварию, в этом аромате. Почему я так говорю? И я помню, что у меня он не заикарился, как какой-то аромат, да, связанный вот с этими переживаниями, а наоборот, он мне просто вот поддерживал. Я прям чувствовала периодически этот шлейф аромата. И как человек чувствительный, да, к запахам, для меня прям правда очень сильно влияет эмоционально. И для меня он был прям как таким успокаивающим, и в то же время он для меня очень сексуальный. Вот такой вот аромат. Все вместе. Для любителей это амуаж. По крайней мере, этот аромат на мне. Он не какой-то заполняющий все пространство. Это аромат Journey Woman, версия, да, женская. Это аромат про персики, про белые, желтые цветы. И я тут чувствую как будто такой свежий, немножко холодный горный воздух. И последнее время я даже начала ощущать тут вот ту самую ноту кожи, замши. Она почему-то где-то заявлена, где-то нет. Но есть тут такой аспект, но он прям настолько тихий. И он, кстати, больше выходит, его чувствуется, он чувствуется, когда тепло, когда кожа горячая. На холодной коже этот аспект практически не проявляется. Как будто тут еще есть вот ощущение, да, горного воздуха, чистого, холодного и какого-то еще ручья, да, вот этот аромат этого ручья. Тоже талый снег такой. Не знаю, что кто-то говорит, что тут бензин ощущается. У меня ничего такого нет. Может зависеть от кожи. Может на холодной коже вот не доходит до этого. И он, кстати, ну правда, вот не громкий, он стойкий, конечно, но лично я не чувствую каким-то сшибающим все на своем пути. Так, Монталь Chocolate Griddy. Этот аромат стартует довольно ярко, и вот может показаться, что все-таки это не на каждый день. Но, если вы немножечко подождете, он так красиво стартует, орехово, шоколадно, и есть такое печенье, вкусное, рассыпчатое печенье. Это очень-очень классно. Но потом здесь появляется ваниль, остается вот этот вот ореховый аспект, придающий горчинки, придающий немножечко этой ванили
глубины даже, да, потому что вообще ваниль здесь довольно кондитерская. И в шлейфе больше ощущается именно ваниль, но такая приятная, из серии «Понравится всем». Опять же, я понимаю, что может появиться кто-то, кто скажет, что это его парфюмерный кошмар. Это бывает. Но этот аромат, но он не заполняет собой все пространство. Да, возможно, вот эта вот история плечом к плечу. Да нет, вот он уже усаживается, да, даже плечом к плечу можно сидеть. Ничего страшного. Он очень приятный. И никакой здесь не вылезает вот этой монталевской базы, удовой, мускусной, амбродеревяшистой, что где там в Монтале случается. Здесь ничего такого. Очень приятный аромат. Но в то же время это не какой-то вот такой люксовый, на что-то похожий. Нет, это вот прям чувствуется, что что-то очень дорогое. А может даже кому-то показаться, что ты готовила печеньки шоколадные с ванилином. Да, тут все-таки не бурбонская ваниль, а тут больше гурманская ваниль, но хорошая. Есть такая неприятная гурманская ваниль. Мы ее не любим, я знаю, но тут не она. И Liquid Imaginary. Тут тоже ароматы сидят близко к коже. Мне нравится, вот я купила этот набор, кстати, в «Золотом яблоке» есть. Я здесь покупала, но в «Золотом яблоке» есть. Цена, кстати, практически одинаковая. Что здесь, что там. В общем, вот из этого набора, практически, наверное, все ароматы просто зависят от вашего вкуса. Мой любимый Âme de Coeur, это аромат прошлого года, это фруктовая газировка со специями. Тут огромная пирамида, огромнейшая пирамида, со специями, с древесными аспектами. И как будто бы есть такая нота замши, что ли, какая-то тонкая очень. Но все-таки больше это вот фруктовый аромат, но необычный. И Дом Роса, кстати, он тоже, в принципе, по громкости подходит. Но для меня, когда его нанесла, я помню, зашла на кухню и думаю, господи, а кто у меня на кухне пил вино? Кто без меня на моей кухне разливал, пил вино, оставил и ушел? Вот такой вот аромат, да? Флёр де Сабле. Вот этот аромат тоже могу посоветовать. Его, кстати, сравнивают с Делиной. И мне кажется, что это очень отдаленно напоминает, но это вот такая носибельная Делина. Делина на каждый день, потому что саму Делину я бы никому не рекомендовала носить каждый день. Она все-таки очень громкая, прям очень. Даже один пшик, я помню, сделала один пшик, и я целый день это чувствовала. И она мне просто мозг выносила. Я ее могу носить только вот в невыносимую жару. Тогда эта нота, которая выносит мозг, она как-то бодрит. В общем, а это прям носибельный. Но стартует он не похоже. Он стартует как-то вообще по-другому. Очень округло, очень так обволакивающий. К базе, ощущаются вот эти вот нотки питалии, да, вот этого шлейфа розы пиона. Только вот так вот. И мне это очень нравится. Все, друзья, последний аромат. Какое длинное видео получилось. Это новый аромат у меня. Соле Манто, Фонтан Рояль. Это аромат очень-очень похожий на Путан де Паласес, но как будто он вот современный, он другой, и тут как-то все более монолитно сделано. Я вообще не могу отличить ни одной ноты. Я чем дольше его ношу, тем для меня он становится более загадочным. Тут есть какие-то аспекты пудровости, но я еще чувствую тут специевый блок, который, по-моему, даже и не заявлен. Тут вообще заявлена роза гардения. Никакую розу, никакую гардению я здесь не чувствую. Только вот какой-то есть такой немножечко аспект зелено-металлический. Вот, возможно, его и придает, господи, не гардения, а напишу, что я имею в виду. Не вспомню уже, вылетело из головы. В общем, вот, я не чувствую тут розу. Ирис скорее придает аромату пудровости. И фиалку я почему-то перестала ощущать. Чему я не рада, я бы хотела ее ощущать.
Для меня это такой пудрово, немножечко специевый аромат. И вот с этой вот нотой немного зеленой, металлической, но не явно, да, вот тут вообще явно ничего нет. В общем, ношу этот аромат, сравниваю его параллельно с Butane de Palacios. Что-то есть похожее, но Butane de Palacios там прям понятнее, там вот тебе пудра, пожалуйста, вот тебе косметичка, вот тебе помада, вот тебе кожа, прям такая у нее, там кожа в нем, точнее, в аромате кожа прям такая ощутимая, имбирь там ощущается. Тут удивительный аромат, очень интересный, очень необычный. Если вы любите Butane de Palacios, скорее всего, этот аромат вам тоже понравится, но надо носить на себе. У меня вообще от него ощущение, что он как будто бы ведет себя как молекулярный на коже, потому что он то исчезает, вот вообще как будто нет. Думаешь, все слетел, потом раз появляется. Но я его нанесла на ватку специально, да, чтобы такая тканевая была, имитация ткани. И положила вот в шкафчик, где у меня все парфюмы, и рядом положила такой же с Butane de Palacios. Открываю, и пахнет только вот этим ароматом. Причем прям ощутимо, ярко. Я думаю, ну как так? Казалось, что он вообще практически неощутимый. Но он абсолютно вообще не... Короче, он подходит на каждый день. Он не будет, опять же, заполнять всю комнату. Он очень интересный аромат. Очень необычный. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я желаю вам хорошего настроения. Обязательно будьте счастливы. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Поставьте палец вверх. Подпишитесь на этот канал. Все. Всем хорошего дня. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.